В Рязани состоялся очередной культурный обмен между народами Кавказа и местными жителями. Бородатые любители беззаботной жизни решили удивить публику своими навыками исполнения лезгинки. Однако вместо того, чтобы танцевать на специально отведенной площадке, они перекрыли проезжую часть дороги, затруднив движение автомобилей. В итоге танцевальное представление закончилось плачевно, прибывшие силовики быстро вмешались и уложили участников лицом в асфальт. Разберем подробности этого инцидента, а также обсудим другие горячие новости. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. На днях жителям одной из улиц Рязани пришлось отказаться от ночного сна. Бодрствование было вызвано не массовой бессонницей, а громкими звуками этнической музыки, раздавшимися аккурат в полночь. Как выяснилось, около 100 иностранных специалистов решили устроить импровизированный танцпол возле торгового центра «Малина», полностью заблокировав дорогу, по которой даже в ночное время ездили автомобили. Местных жителей и автомобилистов, застрявших в пробке и вынужденных созерцать грациозные танцевальные движения бородачей, происходящее совсем не порадовало. Люди спешили домой после ночной смены, кто-то ехал по работе, а жители близлежащих домов надеялись выспаться. Но кавказцам это было безразлично. Если душа требует праздника, пусть весь мир подождет. Люди ждали, попутно вызывая полицию, снимали происходящее на камеры смартфонов. Полночь, приезжие отдыхают в России. Прямо на дороге. Вот они, бородатенькие, смотрите, россияне, как вам жить теперь предстоит, жить под ними, под бородатыми. Будем все вместе жить в одном большом ауле под названием Россия. Вот так, прямо на дороге пляшут, а ни полиции, никого нет. Можно делать что угодно, нормально, комментирует один из очевидцев происходящее на камеру. Стоит отметить, что в этот раз критика в адрес правоохранителей оказалась несправедливой. Как только появилась информация о нарушении общественного порядка, на место событий прибыла большая группа силовиков, которые быстро прекратили этот концерт по заявкам и незамедлительно всех поставили к стенке на полусогнутых. Ранее при подобных массовых собраниях незаменимых специалистов мигранты угрожали расправой полицейским и даже несколько раз пытались их избить. Именно поэтому на этот раз к месту происшествия прибыл усиленный патруль полиции. Ну что, господа специалисты, как вам Рязанская область? Что молчим, как в Рязани вам? Задал вопрос один из спецназовцев, не лишенный чувства юмора. И куда только пропала былая бравада, отовсюду послышались несмелые «хорошо», «отлично», «замечательно». Отлично, будете еще лезгинку танцевать? Не будете? А то мы можем вам сейчас калинку-малинку включить, потанцуйте, предложил сотрудник силового ведомства. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции было задержано 70 человек, из которых 9 привлечены к административной ответственности. Особенно забавно было наблюдать, как бородачи приносили уже ставшие традиционными извинения на камеру. Хочу извиниться за инцидент возле Малины, за включенную музыку и за предоставление неудобства жителям Рязанской области. Я больше так не буду делать и другим не советую, дрожащим голосом заявил один из задержанных Гарник Ваганович. А вот еще один раскаявшийся, Сагиб Султанович, который заявил: «Искренне извиняюсь перед жителями Рязани за то, что не давал отдыхать спящим людям, танцевал свои народные танцы на площадях около торгового центра Малина. Обещаю, что такого больше не повторится». Однако все это было бы смешно, если не было бы так грустно. Несмотря на умелые действия силовиков в данном случае, беспредел по всей стране продолжается. Криминальные сводки о преступлениях, совершаемых приезжими, уже напоминают сводки с фронтов, все чаще упоминаются ножи, пистолеты и другое оружие, используемое против наших соотечественников. На днях российский рэпер и активный общественный деятель Рома Жиган записал видеообращение по поводу последних событий. Роман сказал очень правильные слова и напомнил о преступлениях, совершенных бородачами в подмосковном Ступино и московском ресторане «Аист». Причем в последнем случае, по словам Жигана, хотят признать виновным именно русского парня, который сумел предотвратить возможное кровопролитие. Добавить к этому нечего. Видимо, действительно пришло время приобретать разрешенные законом средства самообороны. Вот еще несколько самых свежих новостей, взволновавших информационное пространство. Переполох буквально в центре Москвы через дорогу от Кремля, оказывается, был вызван битвой за Wildberries. Как сообщила Татьяна Бакальчук, ее экс-супруг Владислав пытался с группой своей охраны пройти в офис, но их не пустили. После этого началась стрельба, перепугавшая весь центр и прежде всего расположенный по соседству журфак МГУ. Раненых, по некоторым данным, 5, среди них есть сотрудники полиции. Задержаны около 10 участников происшествия.
Жена Бакальчука Татьяна, с которой не находится в состоянии развода и раздела имущества, обвинила бывшего супруга в попытке рейдерского захвата. Владислав Бакальчук рассказал свою версию событий. Охрана БЦ отказалась пропускать меня и моих сотрудников, мотивируя тем, что мы непонятные люди в гражданском, которых защищают сотрудники полиции. Этот диалог есть на видео журналистов. Одному из моих коллег сказали «пошел вон, бомж». Но никто не ожидал, что начнется стрельба. Татьяна Бакальчук сообщила, что в результате вооруженной атаки на центральный офис в Москве погиб сотрудник. К моему глубокому сожалению, в результате вооруженной атаки на Вайлдберрис погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. «Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», написала она у себя на страничке в социальной сети. По версии пресс-службы Вайлдберрис, первыми стрельбу открыли охранники, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Судя по отсутствию русских фамилий в опубликованном списке участников разборки, это какой-то межклановый конфликт за ресурсы. На месте работает СК, который подключился к выяснению обстоятельств стрельбы у офиса Вайлдберрис. Правоохранительные органы работают внутри здания и осматривают места происшествия. По последним данным, из-за стрельбы погиб 1 человек и несколько ранены, сообщают СМИ. Несколько человек задержаны, среди пострадавших есть полицейские. Тем временем в Татарстане раскрыли женскую ячейку международной террористической организации, сообщили ФСБ. Участницы террористической организации Хизбут Тахрир, запрещенной в РФ, активно распространяли идеологию радикального ислама, основанную на создании всемирного халифата, и вербовали жителей России. В ходе обысков по местам жительства членов террористической группы было обнаружено и изъято большое количество экстремистской литературы, средств связи и электронных носителей, использовавшихся для террористической деятельности, сообщили в ЦОС ФСБ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются. Возможно, они готовили теракты в России. Люди с удивлением узнают, что Россия объявила войну фейкам о таджиках в СМИ. Сообщается, что наши дипломаты провели видеоконференцию с таджикской стороной, и вместе они пришли к выводу, что на тему межнациональных отношений у нас выходит множество лживых публикаций, распространение которых необходимо остановить. Ну и как это понимать? Писать теперь можно только про плов и мальчиков-исламов. А все остальное получается фейки? Задаются вопросами журналисты. Между тем стало известно, что правительство РФ не поддержало прекращение приобретенного российского гражданства за нарушение присяги гражданина. Это мощный сигнал мигрантам. И заодно много говорит о том, что такое на самом деле для наших чиновников присяга. Смысл тогда этой присяги в чем, если за ее нарушение ничего не будет? Посмотрим, что скажет Дума, пишет депутат Михаил Матвеев в своем телеграм-канале. И напоследок совсем обыденная новость. Жители Новых Химок выступили против открытия миграционного центра на Юбилейном проспекте. В бывшем помещении пункта полиции уже долгое время идет капитальный ремонт, красят стены, меняют освещение и так далее. По слухам, здесь откроют УФМС и будет точка притяжения мигрантов. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!